Беременность потрясла весь мир. Новость о многоплодной беременности распространилась по всему миру очень быстро и наделала много шума. Через несколько недель после рождения Нади и ее новорожденные установили мировой рекорд, так как все новорожденные выжили. Долгое время ее имя не сходило со страниц прессы. Одни Надю осуждали, как мать-одиночку, которая необдуманно родила 8 детей, несмотря на то, что у нее уже было 6 деток. Другие же, напротив, восхищались ее мужеством и решимостью. Но прошло более 12 лет, и в этой семье все хорошо. Так как же она смогла пережить все трудности без мужа и воспитать столько детей? Как она сейчас выглядит и чем занимается? Надя Сулейман вышла замуж в 20 лет, но через 4 года развелась, детей в браке у них не получилось родить. Она знала, что у нее проблемы с фертильностью в молодом возрасте, и начала лечение от бесплодия сразу после замужества. Когда все методы лечения не помогли, она обратилась за помощью к врачу-репродуктологу. Первые попытки искусственного оплодотворения Надя предприняла еще будучи замужем. Однако эта процедура не привела к рождению ребенка. Но Сулейман никогда не теряла надежды. В 2001 году у нее родился первый сын, а вскоре и дочь. Но на этом она не остановилась. Она рожает еще 4 детей, в том числе близнецов. В 30 лет у нее родилось 4 мальчиков и 2 девочки. Элайджа, Амер, Джошуа, Эйден, Калисса и Калеб. Сама Надя, названная с рождения Натальей, была единственным ребенком. Прежде чем стать матерью, она выучилась на учителя и 3 года проработала в психиатрической клинике. После развода Сулейман сказала, что дала обет безбрачия и много лет не имела интимных отношений с мужчинами. Она рожала детей только от анонимных доноров. Когда Надя решила снова забеременеть, она вновь обратилась к врачу. И врач, нарушив все правила медицинской этики, имплантировал 12 эмбрионов. Хотя женщинам ее возраста разрешено максимум 2. В итоге 8 из них прижились. И Надя решила их всех выносить, врач ее также поддержал. Из-за того, что он подсадил ей столько эмбрионов, у него позже отобрали лицензию, так как он подверг ее жизнь риску. Конечно, беременность была тяжелой. Живот женщины был пугающе большим. В начале 2009 года родились 2 девочки и 6 мальчиков. Ноа, Иона, Иосия, Макай, Нария, Малия, Иеремия и Исаия. После появления детей общество разделилось на 2 лагеря. Малая часть поддержала Надю, а большинство обвинило ее в безрассудстве. Люди даже вышли на улицы с пикетами в знак протеста против того, что они налогоплательщики, и не хотят, чтобы их налог-отчисления шли на содержание ее детей. На самом деле Надя Сулейман оказалась в незавидном положении, без мужа, без работы, без дохода. Она получила лишь небольшую пенсию за травму позвоночника, которую она получила ранее. При этом многодетная мать опасалась, что не все из 8 деток выживут, и что общественное мнение заставит ее отказаться от своих родительских прав. Но ничего из этого не сбылось. После выписки из роддома, пока дети еще находились в роддоме на стационаре, Надя купила новый дом, быстро его обставила и начала по одному забирать малышей. Всех выписывали в разное время по состоянию здоровья. Так, в апреле 2009 года, через 3 месяца после рождения, все дети уже были дома с мамой и бабушкой. Стройная и подтянутая американка стала звездой многочисленных ток-шоу. Конечно, больше интерес вызывает не ее внешность, а довольно сомнительное прошлое. Детей Натали воспитывает одна, мужа у нее нет. Когда близняшкам было 4 года, Сулейман решила попробовать себя в индустрии для взрослых. Она утверждает, что это был единственный способ прокормить всех детей, так как от государства она получала только талоны на питание. К счастью, Натали бросила эту сомнительную работу, получила дополнительное образование и теперь работает медицинским консультантом. Сама воспитывая детей с проблемами, она помогает и другим семьям, в которых есть такие же проблемы. Натали даже сменила имя на Надю, чтобы прошлая жизнь меньше тревожила ее семью. Родить такое количество детей – это, конечно, целый подвиг. А воспитать их кажется нам задачей просто невыполнимой. Но многодетная мама справилась и с этим. Вчера ее малыши большой и дружной компанией отпраздновали свои 14-е дни рождения на картинге. На фотографиях с веселья уже даже трудно заметить саму Надю, которая явно теряется среди подросших наследников. Во всей этой истории удивительно еще и то, что Надя воспитывает всех 14 детей в одиночку. И хотя рождение такого количества малышей не было преднамеренным, она искренне благодарна за каждого из них. Вот такая реальная, жизненная история, друзья. А что вы думаете по этому поводу?
Хотели бы столько детишек? И, как считаете, зачем Надя родила столько детей? Это способ прославиться и улучшить свое материальное состояние? Или же сильное желание реализовать свой материнский долг и стать многодетной матерью? Обязательно поделитесь своим мнением на этот счет в комментариях под этим видео. Будет очень интересно их почитать. Заранее спасибо. Друзья, поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках на канале, мои дорогие зрители, до скорой встречи.